Здравствуйте, друзья! Сегодня мы изучим способы навигации в окне программы. При запуске ZBrush вы увидите открытое окно Lightbox с папками и объектами. Мы его рассмотрим позже, а пока сверните окно, нажав на соответствующую кнопку. Как вы заметили, рабочее поле окна открыто не полностью. Чтобы его раскрыть, пройдите в меню «Документ» и нажмите кнопку «New Document». Окно расширится. Так мы задействуем больше рабочего пространства. Имейте в виду, что программа работает в двух режимах. В режиме двухмерного холста и трехмерного пространства. Давайте, чтобы понять, как это работает, добавим какой-нибудь объект из свитка Tool, например, примитив Polymesh 3D, выбрав его из предложенного списка. Теперь щелкнем левой или правой кнопкой мыши в любом месте рабочего поля и потянем мышку, масштабируя объект. Чтобы объект располагался соответственно осям, предварительно зажимаем клавишу Shift. Пока мы не перейдем в режим редактирования трехмерного объекта, мы будем находиться в режиме двухмерного холста. Вы можете добавлять на холст любые объекты, но работать с ними как с трехмерными объектами вы не сможете. Очистим холст нажатием сочетаний клавиш Ctrl-N. Создастся новый холст. Вновь создадим примитив, но на этот раз перейдем в режим редактирования объекта, нажав кнопку Edit в окне программы или клавишу клавиатуры T. Для навигации в окне программы можно использовать и левую, и правую кнопку мыши, но я предлагаю задействовать именно правую, а левой заниматься редактированием объектов. Тем более, что правой кнопкой вы можете щелкать для навигации как в окне программы, так и на самом объекте. Левая же на объекте работает в режиме его редактирования. Итак, зажатая правая кнопка производит вращение вокруг объекта. За сжатым Ctrl масштабирует, а с зажатым Alt перемещает вид окна в стороны. Имейте в виду, что двигается не сам объект, а его вид в окне программы. Я использую для масштабирования еще один способ. Зажатым Alt нажимаю правую кнопку мыши, а потом Alt отпускаю и двигаю мышку. Вид объекта в окне масштабируется. Теперь рассмотрим элементы управления в правом верхнем углу рабочего поля. Значок бюста дает возможность следить за положением осей в окне программы, а также ими управлять. Зажмите бюст и покрутите его в стороны. Он будет оборачиваться по осям с градусом равным 45. Синий кружок отвечает за отображение переднего и заднего вида, ось Z. Красная стрелка лево-право, ось X. Зеленая стрелка вверх-вниз, ось Y. Мы познакомились с вами с инструментами навигации в окне программы ZBrush. Ваш лайк увеличит шансы создания новых уроков. Всем удачи! До новых встреч!